квадрокоптер летал и долетался. Упал, и появились вот такие вот повреждения. Подвес камеры полностью выломан. Где он тут за что держался, непонятно. Наверное, за вот это крепление нужно разобрать подложку, вытащить все и посмотреть. Взял специально крестовую отвертку, а тут отвертка не крестовая, а шестигранник. Сейчас буду искать шестигранники и разбирать. Для начала нужно открыть, может так можно вытащить? Нет, нужно пооткрывать. Откручиваем 4 винта. 1, 2, 3. Здесь 4-й винт. Все винты шестигранники. В хвостовой части коптера еще 2 винта находятся, их нужно тоже открутить. Они такие же шестигранные, как и те предыдущие. Одной рукой неудобно. Откручу, потом дальше буду снимать. Теперь сниму пропеллеры, чтобы они не мешали. Они на таких плоских защелках. Надо провернуть. Для того, чтобы снять этот винт, нужно нажать сверху на лопасти и провернуть их, если не ошибаюсь, по часовой стрелке. Одной рукой это сделать мне будет неудобно, я попробую, сделаю, потом продолжу снимать. Я снял все винты. Каждый винт выкручивается в разные стороны. Правый винт выкручивается в противоположную, в левую сторону, левый винт выкручивается соответственно в правую сторону. Дальше переворачиваем коптер, и здесь еще есть 4 винта. 1, 2, 3, 4. Их тоже надо открутить, это все шестигранники. Выкрутил все 4 болта и снял заглушки пластиковые. Теперь мне нужно выкрутить 1, 2, 3, 4, 8 болтов, которые находятся на верхней металлической крышке. Весь корпус пластиковый, а верхняя крышка металлическая. При ударе эта крышка пострадала. Мало того, сейчас постараюсь навести резкость. Один из датчиков, я так понимаю, это нижняя камера, которая что-то там определяет для программы, она оказалась разбита. В середине валяется разбитое стекло, поэтому ее нужно снимать, смотреть и в случае чего и, скорее всего, менять. Ну что, выкручиваем по очереди все болты. Все они шестигранники. Снял крышку, обратите внимание, вот трещина на этой крышке и в середине разбитое стекло. Сам датчик оказался, или камера, как ее еще можно назвать, оказалась целая.
а стекло повреждено. Естественно, через такое стекло, я так понимаю, этот датчик работать не будет. Стекло придется заменить на целое. Вот как оно должно быть. Какое оно должно быть. Здесь такое второе стоит. Эта крышка, это, если видите, тут есть термопаста на ней. Она, скорее всего, из какого-то сплава алюминиевого. И выполняет функцию, кроме защиты, еще и охлаждения самого коптера. Хотя, в принципе, она не слишком тяжелая, наверное, да, какой-то силумин, алюминий. Если найду крышку, куплю. Если нет, все это разберу, поснимаю и выровняю эту крышку. Крышка, видите, деформировалась настолько, что пластик, я так понимаю, это воздуховод, через него попадает воздух. Ага, вот стоит и вентилятор. И вот согнута часть. Но это похоже пластик. Я его разогрею и выровняю вот эту часть. А вот эту часть будем смотреть, либо будем равнять, паять, либо запаивать, либо если такая будет продаваться новая, ну лучше новую, наверное, купить. Но стекло однозначно придется купить новое. Я не стекольщик и не знаю, как сделать так, чтобы его выровнять. Так, нижнюю часть разобрал. Вот могу показать, какая тут плата стоит в этом квадрокоптере. Какие-то интересные микросхемы. Пока еще не разбирался, какая за что отвечает. Мне пока это еще не интересно. Пока я только делаю дефектовку. И вот разъем. Это USB разъем питания. Пробуем сейчас навести резкость. Ага, вот резкость пошла. Так, теперь я буду снимать вот эту верхнюю крышку, чтобы добраться до крепления передней камеры. Так, одной рукой я ее не сниму, поэтому я сейчас выключу камеру и продолжу дальше, когда будет крышка уже снята. Расскажу заодно, как я ее снимал. Я ее снимаю первый раз. Попробовал снимать крышку. Вот даже, если видите, чуть-чуть крышка поддалась, пошла, но остановить. Дальше переднюю часть крышки снять я не смог. Скорее, вот эти винты, на мой взгляд, держат крышку. Поэтому сейчас я их откручу. Так, крышку я снял. Вот так выглядит в середине квадрокоптер. Или квадрокоптер изнутри. Вот так выглядит крышка. Добротная, плотная. Так, разбираем дальше. Значит, нам надо добраться до нижней части. Здесь я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтов крестовых. Есть еще 2, но они чем-то залиты. Я так подозреваю, что их не надо выкручивать. Изначально снимем вот эти разъемчики. Раз. И вот этот разъемчик надо тоже снять. Все.
выкрутим вот эту платку. Это, скорее всего, какой-то датчик приближения или еще что-то такое. Дальше посмотрим. Выкручу, буду снимать дальше. Продолжаем разбирать. Я выкрутил 4 винта и вытащил радиатор такой мощный с приемником. Здесь он был поломан, отломана. Отсюда отлетела пластиковая вот такая штука. Будем подпаивать, подклеивать. И защита такая погнутая. Она стояла вот здесь вот. Сейчас попробую показать. Она вот там в середине стояла, внизу. Вот я ее вытащил. Сейчас я буду снимать вот эту плату, потому что к ней подпаяно большинство проводов силовых. Для этого я откручу раз, два, три самореза, которые вкручены в пластик. Дальше плата должна подняться. Ну а там посмотрим. Выкручу, включусь опять. Я выкрутил верхнюю плату, но она упирается, не вынимается. Смотрю, вот натянут вот здесь черненький провод. Ведет он вот сюда. Сейчас мы его отцепим. Есть. Так, вытащил подвес камеры. Оборванный шлейф. Два кусочка оборванного шлейфа. С этой стороны на шлейфе находится его номер. По этому номеру я буду заказывать вот эту разорванную деталь. А сейчас буду дальше разбирать подвес, чтобы вытащить остальную часть вот этого шлейфа. Сейчас мне предстоит, я уже открутил вот эту верхнюю крышечку, вот она была на двух болтах. Ей тоже досталась, она поломанная, ну ее мы не будем менять. Подклеим и еще поработает, полетает. Сейчас буду смотреть дальше. Дальше вот эта крышечка и нижняя крышка, но предварительно, наверное, надо будет снять, выкрутить вот этот болтик. Теперь снимаю нижнюю плату. Расположение контактов, чтобы потом подключить точно так же при сборке. Нижняя плата, я так понимаю, тоже немного пострадала. Нужно понять насколько, потому что я вижу, что она в одном месте вогнута. Возможно, есть где-то трещины трещины пайки или еще что-то такое. В любом случае ее нужно открыть, посмотреть перед тем, как заказывать все детали, ибо можно очень долго их так заказывать. Итак, прошло несколько недель, и детали, заказанные для нашего дрона, приехали, можно сказать. Так, это порванный шлейф от камеры. Сейчас будем восстанавливать камеру. Здесь видите, какой шлейф? Раз, два, три, четыре разъема. Я выключусь, распакую вот этот шлейф и установлю вот в эту камеру. Вот так выглядит в сборе собранный подвес с камерой.
Вот шлейф, который был заменен. А вот шлейф, который нужно было заменить. Вот он разорван был после удара. Новый шлейф. Я не показывал, как происходила сборка. В принципе, сборка этого узла есть в интернете. Я лишь хочу только остановиться на тех моментах, которые нужно проверять. Подвес крутится. Вот одна из осей. Здесь находится, вот здесь под этой крышечкой находится первый разъем. После того, как я установил этот первый разъем, обязательно нужно на вот этой вот площадке, вот здесь вот, приклеить сам шлейф, чтобы он не вращался и не двигался, и чтобы его нигде не закусило. И тогда остальная часть шлейфа, она просто-напросто будет проходить вот здесь по поверхности, под вот этим кожухом. И тогда, когда камера поворачивается, этот шлейф, вот если вы видите, он ходит, он спокойно проворачивается и нигде его не закусывает. Дальше, следующий разъем. Идет вот с этой стороны под вот этой поверхностью. Вот он, вот здесь. Здесь также нужно аккуратно этот разъем ставить, приклеивать обязательно, чтобы нигде шлейф не терся и не закусывал его нигде, потому что иначе его переломает. И еще один разъем вот здесь сверху находится. Точно так же есть площадка, вот она, к которой приклеивается. У меня даже отклеился этот разъем. Вот он приклеивается. И тогда разъем дальше может свободно ходить. Так, ну и теперь следующая деталь. Это само крепление. Оно силуминовое. Оно у меня разломалось, поэтому я заказал новое. Вот оно. Сейчас я его распакую. На камеру тяжело его было распаковывать. Не видел как. Так, тут сразу куча винтиков, которые, наверное, мне будут потом необходимы. Вот, видите? Один в один. Сейчас я продену несколько разъемов. Вот я их продел. Плохо приклеил вот здесь шлейку. Ее нужно будет сейчас подклеить, потому что она у меня отклеилась в момент, когда я рекомендую подклеивать. Вот таким инструментом, которым можно потом просто прокатать по поверхности
Это очень важно, чтобы клейкая часть держалась за поверхность. И аккуратненько продеваю. Шнур. Где-то его тут закусила. Ага, вот. Утолщение было шнура. И тогда его тяжело установить на место. Так. Здесь нужно очень внимательно, потому что второй шлейф из тонких проводков состоит. Нельзя, чтобы эти проводки где-то закусило. Поэтому изначально аккуратненько наживим винтики. Вот они. Винтики все разной длины, все разные. Это, с одной стороны, очень неудобно, потому что приходится подбирать. Так, ну на камеру делать это неудобно. Я сейчас выключу камеру и установлю аккуратно вот этот шлейф, один и второй шлейф, чтобы его нигде не закусило, потому что иначе он его переломает и просто не будет работать подвес. Площадку заменил, прикрутил два винта. Важно, как располагается, как правильно расположить вот эти два шлейфа. Один шлейф состоит из очень тонких проводов, которые проходят вот здесь, в середине, вот в эту сторону, сюда, под плашкой, есть выступ. Вернее, паз сделанный в корпусе самого подвеса. И нужно, чтобы все провода, без исключения, вот эти маленькие, тоненькие, попали в вот этот вот паз, который находится под этой плашкой. Ни в коем случае не между плашкой и плоскостью, прижимной плоскостью подвеса. Иначе провода будут передавлены и работать подвес нормально не будет. А может, не будет вообще работать в таком случае. Также туда проходит и вот этот шлейф, плоский. Плоский шлейф выпускается, на нем нанесены метки, две метки. Он приклеивается к площадке до первой метки. Дальше на этой метке он изгибается вот так в эту сторону. И по второй метке изгибается наоборот. Как бы получается вот такой выгиб. Вот так он выгнут. И тогда этот шлейф правильно ложится в паз. Его нигде не передавливает, потому что если его поставить неаккуратно и прикрутить, просто-напросто вот здесь вот, я сейчас постараюсь показать. Ага, вот тоненький вот этот перекрученный кусочек шлейфа, который идет, примыкает к вот этой части большой шлейфа, может просто-напросто быть отрезан вот этой плашкой. Поэтому обратите внимание, когда будете собирать. Что нужно проверить дальше? Нужно проверить, чтобы во время перемещения всех осей подвеса, вот видите, вот здесь находится шлейф. Если он установлен правильно, то он вращается, смотрите как. Раз.
прячется, появляется, но ни в коем случае нигде не трется, не переминается, не клинит камера. Теперь берем вторую часть. Вторая часть, вот, если обратите внимание, вот здесь видна вот это, вот он максимум вот до такой степени доходит, дальше он прячется и опускается вниз. Нигде не закусывает этот шлейф, он работает как пружинка. На это стоит обратить внимание, это очень важный момент, потому что если его где-то закусит, просто оборвет во время работы. Такой не подходит. И сама площадка, после того, как я ее прикрутил, она цепляла, очень было маленькое расстояние вот здесь между плоскостью подвеса и площадкой, и она просто-напросто закусывала эту площадку. Я взял ее, немного поднял вверх, слегка подпружинив, поднял вверх. Она отошла буквально на 1 мм, и это позволило свободно вращаться по подвесу без закусываний и зацеп больше, подвес больше не цепляет за вот эту вставку. Ну что, теперь буду собирать верхнюю часть самого подвеса. Прицепил подвес к основной станине, на которой расположена сверху плата коммутации. Подвес металлическими проушинами одевается на вот такие вот резиночки с 4 сторон. После того, как сделали, проверяем еще раз все хода. Цепляем или не цепляем где-то подвес. Нет, все нормально работает, все нормально держится. И дальше подключил 2 разъема. Видеоразъем, вот этот с экранированным, вот здесь с экранами, с очень тонкими проводами, такая косичка, тонкие как волос. И отдельно разъем управления самого подвеса. Он управляет поворотом камеры вверх, вправо-влево и вверх-вниз. Теперь весь этот механизм можно уже будет устанавливать на дрон. Установил подвес и камеру на коптер. Вот так это все выглядит. Кроме того, я разбирал полностью весь квадрокоптер, так как он упал с достаточно большой высоты и был поврежден. Поэтому я посмотрел абсолютно все платы на повреждение. Нижняя плата была погнута, но без видимых трещин. Так, теперь что куда надо подсоединять. К плате подвеса подсоединены 1, 2, 3, 4 разъема. И 5-й разъем питания, который идет с коммутационной платы подвеса. Вот эти 2 разъема идут на 2 передних датчика. Вот эти 2 разъема идут на самую нижнюю вот эту вот плату, на которой находится куча всевозможных датчиков, флешка, экранированные разные модули
Ну и теперь следующим этапом я буду устанавливать нижнюю плату. Сначала я подключу 3 вот этих разъема, вот они у меня висят, установлю плату и подключу 4 антенны и еще вот тут один разъемчик висит, вот он беленький. Вот этот разъем, который висит, а вот 4 разъема для антенн. Ну что, поехали. Установить разъемы на камеру не получается, я их закрываю руками полностью, поэтому я выключу. Потом продолжу съемку. Установил нижнюю плату. Эта плата крепится на 3 винта самореза. 1, 2, 3. Один в носовой части и 2 самореза в хвостовой. В носовой части подключается 3 разъема. 1, 2, 3. И в хвостовой части подключается 1 разъем. Вот он под этим самым подпроводом. Вот здесь находится. В нем защелка пластиковая поднимается вверх. И тогда можно вынимать разъем или вставлять обратно. Для того, чтобы его зафиксировать, эту защелочку нужно опустить вниз. Кроме того, есть 1, 2, 3, 4 высокочастотных разъема, которые тоже нужно подсоединить. Дальше здесь есть куча металлических таких экранирующая защита, так называемая. На ней нанесена оранжевая паста. Это теплопроводная паста, которая нужна для того, чтобы крышка, она же радиатор, у меня она как раз побита тут. Я ее в следующий раз заменю. В этот раз я не нашел такую крышку, поэтому я не заказал ее, не смог заказать, не было у меня такой возможности. Я эту крышку выровнял, она здесь и трещина у нее есть, и отбита часть какая-то, но тем не менее я ее выровнял, чтобы она смогла стать на место. Вот так будет это все работать. Единственное, что здесь разбито стекло, это стекло я вытащу, чтобы оно не сбивало работу датчика. Ну а саму термопасту я соберу. Та, которая сухая, я выброшу. Которую можно размять, обратно нанести, я нанесу обратно на выступающие части радиатора и посажу, закручу эту крышку. Этого будет достаточно для того, чтобы отводить тепло от вот этих вот кожухов. Ну а теперь верхняя часть, что мы еще не дособирали. Вот плату надо аккуратно уложить, чтобы она везде села на свои места. Здесь находится разъемчик
Этот же разъем находится на крышке. Самая основная часть, которую нужно было собрать. Собираю. Ну что ж, этот Mavic готов к работе. Ну, осталось только заменить потрепанные лопасти. Оригинальных я не нашел, хотя мне советовали китайские не брать, но других нету. Значит, будем пробовать летать на китайских. Да. В этих мавиках очень интересно сделаны лопасти. Их нельзя перепутать. Все, готово. Ну а на этом все. Подписывайтесь на наш канал.